Альтернативщики задают вопрос, почему столь важному событию, как Куликовской битве, долгое время не было памятников? Кто не в курсе, официально Куликовская битва произошла в 1380 году, а первый памятник был установлен лишь в середине XIX века, в 1850 году, то есть спустя 470 лет. А что, если памятник был, но позже ему кардинально переделали и поменяли смысл? Как мы знаем из старого учебника, Мамай был эллин с Ии родом. Официальное определение – эллины – самоназвание древних и современных греков VII века до нашей эры. В современном русском языке слово «эллины» обычно используется для обозначения жителей Древней Греции, хотя так себя называют и современные греки. Нам известен один единственный практически грек, а если точнее македонец, который ходил войной на Скифию. Скифией называли ранее Москву. Моя версия следующая. Мамай, он же Эллин, это Филипп II Македонский. У Филиппа Македонского была травма колена и глаза. По альтернативной версии памятник Минину и Пожарскому – это памятник Филиппу II Македонскому и Аристотелю. При очередной реконструкции в 1953 году в составе бригады строителей был врач-ортопед Олег Баланович. Ему приходилось осматривать весь памятник, пользуясь лесами и веревочной страховкой. И он сделал удивительное открытие. У сидящего князя Пожарского один глаз был явно травмирован. Причем это был не дефект литья, а целенаправленная работа скульптора. Кроме того, удивляла неестественная поза, в которой сидел руководитель народного ополчения. Казалось, что сидеть более удобно ему мешает нога, которую он не может согнуть. Причем автор памятника достаточно реалистично изготовил больную ногу и позу, в которой приходилось сидеть герою. Такая травма могла быть получена при ранении ноги или колена колющим оружием. Но, исходя из воспоминаний современников, князь Пожарский не был хромым и одноглазым. Ни один из источников, которых имеется несколько сотен, не упоминает о физических недостатках руководителя народного ополчения 1612 года. То есть, по альтернативной версии, этот памятник на самом деле это памятник Куликовской битве, битве на Кулишках, которая была между древними жителями Скифии Москвы с македонцами под предводительством Филиппа II. Кулишки – это исторический район Москвы. В старом Симонове монастыре находились до недавнего времени могилы Пересвета и Ослябя, героев Куликовской битвы. Как тела попали в Москву за 400 километров от официального места битвы? Сейчас надгробия перенесли на улицу, а имена сняли. Во время раскопок в монастыре находят огромное количество человеческих костей. Чьи это кости официально не сообщается. В данном районе находится несколько церквей и монастырей, которые в своем названии имеют топоним Кулишки. Давайте подробно рассмотрим барельефы на официальном памятнике Минина и Пожарского. Они разного стиля и качества. Один очень качественный, где некий царь в шлеме с лилиями на коне с мечом изгоняет людей, одетых во фригийские шапки. Барельеф на другой стороне, к нему несколько вопросов. Он худшего качества. Это может быть как и поздней переделкой, так и худшим сохраном. Версия Алексея Кунгурова – барельеф оригинальный, но хуже сохранился из-за того, что эта сторона была солнечная. Можно рассмотреть две версии. Первая – барельеф оригинальный, но показывает сбор военной добычи, трофеев для Филиппа II Македонского. Вторая – барельеф был заменен позже, но по стилистике его сделали похожим на барельеф с другой стороны. Если внимательно рассмотреть барельефы, то можно обратить внимание на следующие моменты. Одежда не соответствует современному представлению о климате 1610-х годов. Давайте изучим официальную хронологию событий относительно представления о климате и сравним с одеждой. В сентябре 1611 года Минин обратился к горожанам с призывом пожертвовать часть имущества для создания народного ополчения. Эти события изображены на вот этом барельефе, то есть в Новгороде в сентябре была настолько теплая погода, что можно было ходить в туниках и босиком. Теперь изучим даты сражений. 22 и 24 августа 1612 года
силами второго ополчения в сражении у стен Москвы была разбита польская армия Хаткевича. 1 ноября 1612 года ополченцы взяли штурмом примыкавший к Кремлю Китай-город, что обрекло польский гарнизон, засевший в Кремле. 5 ноября 1612 года поляки, засевшие в Кремле, сдались на милость второго ополчения. Можно, конечно, сказать, что на барельефе изображен теплый конец августа, и такая форма одежды была в то время в виде босых ног и туник. Следующие вопросы. Оружие у персонажей не соответствует эпохе. Официально со времен стрелецкой армии Ивана Грозного уже было огнестрельное оружие. Оно должно было быть и в 1610-1612 годах. Кстати, пока делал видео, появился вопрос, куда делась стрелецкая армия Ивана Грозного, ведь она была до смуты, а также была она во времена Софьи. Огнестрельное оружие было и у поляков, но на барельефе мы видим исключительно холодное оружие – мечи, шлемы и щиты у обеих сторон. Если следовать официальной логике, то справа это изображено ополчение во главе с Мининым и Пожарским. На коне Пожарский, слева убегающие поляки. Поляки вооружены мечами и короткими копьями и заодно одели скифские шапки. Таким оружием были вооружены во время античности. Обе противоборствующие стороны босые. Интересно, можно ли в наше время ходить по Москве и окрестностям босиком с августа по ноябрь? Некоторые современники выражали сомнения в подлинности памятника. Поэт Антоний Погорельский писал своему другу князю Петру Вяземскому: «Имел сомнительную честь наблюдать памятник в Москве героям ополчения 1612 года. Он не произвел на меня впечатления нового, и сюжет показался очень знакомым. А купец-то каков, вылитый античный философ. Думаю, мы еще много интересного узнаем об этих изваяниях». Барон Александр фон Фохт утверждал, что памятник не имеет отношения к российской скульптурной школе. Скульптурная композиция напоминает изделия эллинских мастеров школы Лисипа. Он считал, что памятник имеет заимствование из античных скульптур. Кроме того, фон Фохт считал, что скульптура не является оригинальной и уже существовала в частной коллекции, где значилась под именем царь Спарты Агис III и сарматский полководец Култай, III век до нашей эры. Известный дореволюционный египтолог Оскар фон Лем обращал внимание на постамент, который по написанной легенде изготовил многорукий Самсон Суханов, удивительно имевший отношение по всем самым поразительным изделиям из гранита: Баболовской ванне, Александрийской колонне, колоннадам самых известных соборов Санкт-Петербурга. Оскар фон Лем был уверен, что постаментом является гигантский саркофаг из ассуанского гранита. Такие брошенные сооружения в середине XIX века еще можно было встретить. Их обычно находили потерянными в пустыне, на окраине египетских городов, а также утопленными на мелководье в египетских портах. Оскар фон Лем нашел у египетских саркофагов и постамента Минину и Пожарскому идентичный способ обработки, а также два примитивно вырезанных картуша. Позже, при реконструкции 1879 года, картуши были зачищены, но при желании их можно восстановить. Кроме того, фон Лем был геологом-любителем, и он первый заметил абсолютную разницу между основанием, которое было изготовлено из настоящего карельского гранита, и постаментом, который якобы Самсон Суханов изготовил тоже из карельского гранита. Вот такая версия. Судя по старому учебнику, на Русь напал Мамай, который был эллин. Известно только два эллина, которые нападали на Скифию Русь. Это Филипп II Македонский и Александр Великий. На столицу нападал только Филипп II. Македонский ограничился сражением на Дону. Если по многим признакам памятник Минину и Пожарскому – это памятник Филиппу II Македонскому и Аристотелю, то выходит, что этот памятник установлен в честь его похода на Скифию Москву. Тут кто-то задастся вопросом, а почему ему установили памятник? Ответ, я думаю, кроется в междоусобных войнах славянских племен периода античности, а сама война была вызвана какой-то катастрофой, после которой не хватало ресурсов, и вопрос их добывания решался с помощью оружия. Что-то похожее было у нас в 90-е, только в другом формате. Различные группировки занимались переделом рынков, зон контроля и влияния. Лидерам группировок тоже ставили памятники, только в совсем других местах.